Медведь умолял мужчину о помощи, и то, что произошло дальше, было невероятным. В июле 2022 года, около 6 часов утра, на лесной дороге в Карелии наблюдалось необычное интенсивное движение. Несколько автомобилей остановились, образовав затор, и водители не решались двигаться дальше. Причиной стал крупный, но сильно истощенный медведь, который внезапно вышел из леса и остановился прямо посреди дороги. Животное выглядело крайне ослабленным, шерсть была тусклой, движения медленными и неуверенными. Водители оставались внутри машин, некоторые сигналили или пытались развернуться, однако никто не осмеливался выйти из-за страха. Медведь не проявлял агрессии, он не пытался нападать или преследовать людей. На несколько секунд он приподнялся на задние лапы, затем снова опустился и медленно двинулся вперед, словно из последних сил. Примерно через 10 минут на место прибыл участковый инспектор Сергей Кузнецов, 45 лет. Наблюдая за ситуацией из автомобиля, он заметил, что медведь не ведет себя как хищник. Его походка была неустойчивой, а тело сильно истощенным. Сергей решил действовать осторожно. Он остановил машину, заглушил двигатель и медленно открыл дверь, стараясь не делать резких движений. Он держался на расстоянии, чтобы не напугать животное. Медведь повернул голову в его сторону, внимательно посмотрел и сделал несколько шагов навстречу, но не зарычал и не попытался атаковать. Опираясь на опыт, Сергей понял, что животное ослаблено и, вероятно, давно не ело. Он достал из машины кусок мяса, положил его на дорогу и отступил на несколько метров. Медведь подошел, наклонил голову и начал есть, медленно пережевывая пищу. Было очевидно, что он сильно голоден. После того, как еда закончилась, медведь не ушел. Он остался неподалеку и продолжал смотреть на человека. Понимая, что требуется помощь специалистов, Сергей связался с сотрудниками охотничьего хозяйства. Примерно через 30 минут прибыли еще 2 специалистов с оборудованием и транспортом. Они оценили ситуацию и приняли решение использовать снотворное для безопасной транспортировки животного. С безопасного расстояния был выпущен дротик с препаратом, и через несколько минут медведь начал терять равновесие, после чего лег на землю. Специалисты подошли, проверили дыхание и рефлексы, затем аккуратно перенесли животное на носилки, поместили в клетку и доставили в ветеринарный центр. Там медведю провели полное обследование, включая рентген и ультразвуковую диагностику. Серьезных травм выявлено не было, только сильное истощение и обезвоживание. Животному ввели жидкости и питательные вещества, после чего его перевели в огороженный природный вольер для восстановления. Через месяц медведь заметно прибавил в весе, его движения стали более уверенными, а поведение ближе к естественному. Он начал самостоятельно добывать пищу и постепенно перестал зависеть от человека. Сотрудники ограничили контакт с животным, чтобы избежать привыкания. Сергей наблюдал за восстановлением на расстоянии и убедился, что медведь полностью оправился. После дополнительного периода наблюдения было принято решение вернуть его в дикую природу, в тот же район, где он был найден.